привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу, как заменить резинки на дворниках автомобиля. Как видите, сейчас на улице небольшой дождь, и один из дворников начал тарабанить по стеклу. Неприятный звук, воду снимает чище, а правый работает еще хорошо. Необходимо заменить резинку на дворнике и определиться, будет ли лучше работать или нет. У меня автомобиль Ford Focus Electric, но такая проблема характерна для всех автомобилей. Для снятия дворников на автомобиле Ford Focus необходимо нажать этот рычаг и потянуть их от себя, пока они полностью не выйдут. И так же само мы устанавливаем их на место. Для замены щеток я купил новые щетки фирмы Carlife длиной 700 мм. И попробуем ее заменить. Они также графитные. Оригинальные щетки фирмы Bosch. Здесь надпись с двух сторон. В первую очередь необходимо снять заглушку, которая установлена на дворнике, и затем вынуть резинку. Самая большая проблема — это снять эту заглушку, чтобы ее не поломать. Для того, чтобы определиться, с какой стороны снимать заглушку, необходимо заглянуть под нее. Здесь должен быть или разрез, или же вот такое отверстие, как в моем случае. Вот оно с краешку, через него будет выниматься край резинки. Чтобы заглушка не поломалась, я возьму кипяток, горячую воду и немножечко нагрею заглушку, чтобы она была более эластичная и не треснула. После этого с помощью маленькой отверточки подденем эту заглушку с одной и с другой стороны. Очень аккуратно, чтобы ее не поломать. Профиль этой резиночки немножечко закруглен в одну сторону, поэтому необходимо запомнить, в какую сторону он был закруглен, и в таком же положении вставить новую резиночку. На моих щетках разреза для вынимания резиновой части на концах нет, а с одной стороны есть такой маленький паз. Если немножечко оттянуть резинку назад, то вот виден этот паз, поэтому необходимо вынуть резинку через этот паз, потому что с другой стороны такого нет. Резинка имеет такой внешний вид. И теперь необходимо вставить новую. Чтобы новая резинка лучше вставлялась, я хорошенько промою паз с помощью старой зубной щетки, потому что здесь много грязи. Все той же теплой водой. Можно добавить мыло. После этого мы откроем новые резинки со щеток. Они имеют такой внешний вид, намного мягче, эластичнее. Желательно руками их сильно не трогать, потому что они имеют графитное напыление. По длине щетки одинаковые, ничего вязать не нужно. Для легкости заправления новых щеток можно смазать паз силиконом или же обычным жидким мылом, которое не вредное для резины. Хорошенько промазываем. Можно ставить на свое место новую резинку. Опять же заводим ее в этот паз, который мы вынимали, и начинаем потихонечку проталкивать. Без резких движений, рывков, чтобы ее не порвать. Конечно, туговато заходит, но это того стоит. Как видите, резинка зашла до конца без всяких проблем. Осталось только заправить
край резинки в свой паз и установить на место заглушки. Немного подтягиваем резинку в это отверстие. Чтобы она все зашла. И задеваем паз до конца, чтобы она жестко зафиксировалась. Вот и теперь все хорошо. И можно ставить на место заглушки. Чтобы легче одеть заглушки, я также слегка обработаю их жидким мылом. Оно потом вымоется водой и не будет проблем. Устанавливаем на место заглушку. Вот она стала жестко и надежно. Осталось установить на место отремонтированный дворник и проверить, как они работают в паре. Включаем дворники. Как видите, дворники стали работать беззвучно, даже при сухом стекле. Вы были на канале Деломастера Боится, смотрели видео о том, как заменить резинку на дворниках автомобиля. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, будьте с нами. Всем пока!